Друзья мои, всем привет! Сегодня будет краткий обзор новинок с тестового сервера. Прежде чем начать, хочу еще раз проговорить, что это тестовый сервер, а это значит, что реализация игровых моментов на наших основных серверах может отличаться от того, что я покажу вам сейчас. Сегодня мы познакомимся с героями 10-го поколения. Эту тройку героев представляют Лора, Стрингс и Конор. Лора Мендес является высококлассным убийцей в организации «Темный волк». Об этой компании упоминается в 4-м сезоне мирового события «Аметистовое происшествие». За свою тайную карьеру Лора не провалила ни одного задания, однако она ничего не помнит о своем детстве, только то, что она была сиротой. Темный волк вырастил надежного бойца, и сейчас ее задание — найти белого волка. Лора — герой-пехотинец. Ее специальными навыками являются осада и рейд. Означает, что она будет хорошо при атаке поселений или же при создании рейдов. Максимальная статистика на ранге генерал плюс 1194,80% к атаке и обороне пехоты. Кроме этого, Лора способна снижать смертоносность отрядов вражеского поселения на 31,80%, а также повышать смертоносность ваших отрядов в рейде на 21,15%. Первый навык Лоры — мастер клинка «Удар». Большой опыт работы со своим оружием позволяет Лоре совершать быстрые атаки катаной, и каждый ход она дважды наносит цели 20% дополнительного урона. Второй военный навык — мастер клинка «Выпад». В результате атак на цели не остается живого места, только лишь кровоточащие раны, которые увеличивают получаемый врагом урон на 10%. И последний навык героя-пехотинца 10-го поколения — мастер клинка «Парирование». Кроме нападения, Лора также очень хороша при обороне. Каждые 5 ходов она использует свою катану для защиты и уменьшает наносимый урон на 30% и получаемый урон на 50%. По предварительной информации, получить Лору можно будет в событии «Ценные купоны». Следующий герой — наездник Стрингс. Он бывший артист кукольного театра. И с самого детства сам мастерил кукол и видел в них смысл всей своей жизни. Он жил в своем выдуманном мире до тех пор, пока не влюбился. Позже в браке родилась прекрасная девочка, но апокалипсис забрал у него и жену, и дочь. И тогда Стрингс создал новую, не похожую на предыдущих, деревянную куклу, с которой он уже никогда не расстанется. В своем безумстве он немного напоминает Грима, хотя изначально их судьбы были совершенно разными. Максимальные показатели статистики Стрингса на ранге генерал плюс 1194,80% к атаке и обороне наездников. Кроме этого, он является героем осады и патруля, то есть он дает определенные бонусы при атаке и защите поселения. А именно, снижает атаку отрядов вражеского поселения на 31,80%, а также повышает смертоносность отрядов при защите поселения на 63,50%. Первый навык наездника 10-го поколения — зараженная марионетка. Стрингс каждые 2 хода призывает куклу, которая заменила ему родную дочь, и наносит цели 30% дополнительного урона. Второй навык — собиратель конечностей. Звучит намного неприятнее, чем есть на самом деле. Когда Стрингс призывает куклу, он накрывает себя щитом, который равен половине от его атаки. И последний навык — самоуничтожение. Призванная в бою кукла самоуничтожается в следующий ход и тем самым наносит 10% дополнительного урона по всем врагам. Как минимум, Стрингсу не скучно в перерывах между битвами, он создает все новых и новых марионеток. По информации с тестового сервера, наездник будет доступен в рулетке Рэя. Завершает тройку героев юбилейного 10-го поколения охотник Конор. Пожалуй, он самый обычный из этой тройки героев. Первое — высококлассная убийца, второй — сумасшедший кукольник, а Конор — просто бывший чемпион по бейсболу. Когда начался апокалипсис, он осознал, что игра, которую он так любил, может помочь ему защищать себя и окружающих. Он стал мастерить биты с шипами, мечи-бомбы и многое другое. Как и другие герои, на ранге генерала Конор дает плюс 1194,80% к атаке и обороне охотников.
Его специализация патруль и рейд. А это значит, что он дает бонус к здоровью отрядов поселения в размере 63%, а также увеличивает атаку отряда в рейде на 21,15%. Первый навык Конора – бейсбольный шквал. После 2 ходов каждый ход Конор атакует врага бейсбольной битой и наносит цели 10% дополнительного урона. Каждый третий мяч, направленный на врага, взрывается и наносит еще 10% урона по всем врагам. Второй навык – день матча. Думаю, вы уже заметили хорошую физическую форму бывшего чемпиона. Это позволяет ему получать на 10% меньше урона и при этом наносить на 10% больше. И последний навык – меткий удар. Точные подачи ослабляют цель атаки Конора, снижая наносимый ею урон на 15%. По информации с тестового сервера, охотник будет доступен в событиях «Кровавый спорт» и «Битва штатов». Еще раз проговорю, что значение смертоносности и здоровья в статистике героев не зависит от героев и определяются лишь прокачкой технологий, талантами шефа, снаряжением героев и уровнями компонентов штурмовика. Информацию о том, какой процент атаки и обороны дают герои на каждом звании, вы можете найти в таблицах на нашем сайте Gore Team и на сервере Discord State of Survival Rus. Эта информация поможет вам понять, до какого уровня именно вам необходимо прокачать героя, чтобы перекрыть показатели предыдущих поколений и определить свои возможности в прокачке героев. Напомню, что это был обзор героев с тестового сервера. Нельзя с уверенностью сказать, какой будет реализация на основных серверах. Так что ждем и копим биокапсулы. 28 марта 10-е поколение героев стало доступно в некоторых штатах, а именно в штатах с 1 по 18, со 181 по 210 и с 235 по 306. В остальных штатах это поколение будет вводиться постепенно в соответствии с возрастом штата, начиная с 11 апреля. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить выход новых роликов. Ставьте лайки и пишите комментарии. Берегите себя. Всем пока!